Всем привет! Сегодня я начинаю цикл видеосюжетов о самом крупном спальном массиве не только Харькова, но и всей Украины. Здесь живет больше людей, чем в Полтаве, Ивано-Франковске и других областных центрах. Это микрорайон-рекордсмен Салтовка. Разные части Салтовки не похожи друг на друга. Старая Салтовка – это в основном частный сектор, а 602-й микрорайон – классический спальный массив с многоэтажками. С него мы и начинаем сегодняшние наши видеопрогулки. Сейчас перед вами очень красивый храм Преображения Господня. А перед вами Салтовский медкомплекс, который должен был состоять из 23 корпусов. С учетом общежитий удалось построить только 10 зданий. Главные среди них – городской клинический родильный дом с неонатальным стационаром, областная клиническая травматологическая больница, 7-я городская больница и 8-я городская больница. Вообще, Салтовку часто называют городом в городе, потому что здесь есть все, что нужно для жизни. 602 микрорайон – это спальный массив с многоэтажками. Здесь в основном тихая и непринужденная атмосфера. Днем на улицах гуляют только мамы с детьми и пожилые пары. В выходные многие жители не покидают границ Салтовки. Они прогуливаются по зеленым аллеям возле домов, встречаются в кафе, ездят на велосипедах или гироскутерах. До начала 1960-х годов Салтовка называлась Салтовским поселком. Она состояла из нескольких небольших разрозненных районов одноэтажной и трехэтажной постройки. Название Салтовка появилось от дороги, которая проходила от центра Харькова за город. Это нынешняя улица Академика Павлова и Салтовское шоссе. Главный принцип, заложенный при застройке района архитекторами Демешко и Тюльпой – принцип фокусирования. Можно заметить, что на Салтовке объекты инфраструктуры концентрируются вокруг перекрестков главных уличных магистралей города. Жилмассив состоит в основном из панельных 5-этажек, 9-этажек, 12-этажек и 16-этажек. Но есть здесь и 24-этажный дом, который, кстати, как раз сейчас перед вами. На момент постройки это было самое высокое здание, а также первое с элементами таврового сечения. Что это значит? Тавровое сечение – это когда боковая стена в толщину чуть меньше метра, балкон порядка 11 квадратных метров и имеет 2 входа. Уникальными в доме были и технологии дымоудаления и пожарной безопасности. Интересный факт: на последнем жилом этаже длительное время находилась точка радиоконтроля, пеленга и перехвата, замаскированная под обычную жилую квартиру. В доме 1 подъезд и 3 лифта. Построили его на улице Познанской в 1979 году. Есть на Салтовке одна улица, которая мне дорога как память. Именно на ней прошли мои школьные, юношеские годы. И вот сейчас я вместе с вами впервые за 20 лет побываю на этой улице и посмотрю, как она живет и как выглядит.
Пройдя по улице Владислава Зубенко и поднявшись вот по таким старым заросшим ступеням, мы попадаем на улицу Гарибальди. Это и есть та улица, на которой прошла моя, так сказать, юность и школьные лучшие годы. Еще не дойдя до улицы Гарибальди, замечаю первое изменение на пути. Это разрушенное здание отделения почты, на которое я бегал в юности отправлять письма друзьям и знакомым, на деревню бабушки. И за 20 лет здесь ничего не придумали лучшего, как бросить это здание умирать. И если бы не трава и деревья, то эта бы территория была похожа на зону отчуждения. Узнаю старый летний кинотеатр, в котором в 80-е, 90-е годы показывали кино под открытым небом. Находился он на улице Гарибальди между общежитиями. Сейчас смотрю, от него остались только забор и крыша. Может, из зрителей еще кто-то помнит данный летний кинотеатр, улицу Гарибальди и эти места на Салтовке? Прошу написать в комментариях. Смотрю на эти места и создается ощущение, что именно этот участок улицы застыл в 90-х годах. Практически ничего не изменилось. Перед вами Харьковская общеобразовательная школа номер 167, в которой учился я. Год основания школы 1990. Улица Гарибальди, 26. Это именно тот дом, в котором я жил до 1995 года. И это окно моей комнаты. И снова создается впечатление, что здесь время остановилось. Все такое же, как и было 20 лет назад. Может быть, и из зрителей кто-то узнал родные места. Поделитесь воспоминаниями в комментариях под видео. Что самое грустное, так это горы мусора, которые как лежали 20 лет назад на этом месте, так и лежат сейчас. Ну а мы продолжаем нашу видеопрогулку по Салтовке и идем дальше. Благодаря месторасположению и типу застройки в этом микрорайоне удалось открыть торговые площадки и магазины. В целом, я считаю, территория считается комфортной для проживания. Есть здесь крупные торгово-развлекательные центры, парки и скверы, популярные клубы и даже выставочный центр. Ну и, конечно же, самый большой рынок Барабашово. Ну а перед вами Харьковский дворец детского и юношеского творчества. Это интересное здание было построено в 1993 году в Салтовском районе города. Хотя планы о том, чтобы дать жизнь этому проекту, таились в задумках 16 лет.
Архитектура здания – выдержанная классика, с присутствием весьма заметного элемента обсерватории. Устойчиво и крепко повсюду обустроились большие колонны, между ними сверкают проемы из стекла. На данный момент Дворец пионеров или Харьковский дворец детского и юношеского творчества – это место, где каждый желающий ребенок может делать то, что он хочет, вне школьного времени. Памятник выдающемуся русскому ученому и историку Михаилу Ломоносову установлен 25 января 2002 года перед зданием городского детского дворца культуры. Скульптура работы Александра Табатчикова была отлита еще в 1988 году, но решение об ее установке было принято только в августе 2001 года. Дорогие зрители, я напоминаю, что это первый выпуск из цикла видеопрогулок по интересным местам и достопримечательностям жилого массива Салтовка в городе Харькове. Вы также можете внизу под видео в комментариях написать, что бы вы хотели увидеть о Салтовке. Я обязательно выполню вашу просьбу и покажу. Салтовку мы еще не один раз увидим на канале, поэтому подписывайтесь на канал Алекс Моторный, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за просмотр и до новых встреч!